Для этого первым делом добавим в нашу сцену plane, передвинем его вниз, G, Z, -1, Enter, Scale, увеличиваем, масштабируем, выделяем наш куб, немножко сдвинем его по оси Y, потому что здесь у нас будут добавляться еще объекты. Выделяем наш plane, переходим в настройки физики, Rigid Body, тип пассивный. В разделе Collision, столкновение, форму выберем просто Mesh. Surface Response, можно перевести как реакция поверхности, да? Friction, трение, сделаем 1, чтобы те объекты, которые будут двигаться по этому плейну, да, чтобы они терлись, чтобы трение было посильнее, чтобы это будут тоже такие кубики поменьше, и чтобы из-за этого трения они переворачивались. Добавляем еще объекты в нашу сцену. Add Mesh Cube. Уменьшим его в 2 раза. Клавиша S 0.5. Enter. И опустим его по оси Z тоже на половину единицы. G, Z минус 0.5. Вот, теперь оба наши объекта, большой и маленький куб, они находятся точно на поверхности нашего плейна. И переходим в настройки физики для нашего маленького кубика. Также Rigid Body. Type. Теперь тип активный, а не пассивный. И массу сделаем, пускай 3 килограмма. Collision, столкновение. Пускай это будет бокс. То есть, если мы выбираем бокс, то объекты при столкновении не будут проникать друг в друга. Они будут упираться друг в друга. Также трение сделаем на максималочку, чтобы хорошо пол терлось и переворачивалось. Теперь выделяем главный объект. Силовое поле Force Field, раздел физики. Так, Strength у нас будет минус 1000. То есть минус почему? Чтобы он к себе притягивал. Flow 10. Затем довольно странная вещь. Все это будет работать, если мы сделаем вот так, а потом вот так. То есть поставим и уберем галочку в разделе Absorption. И также Rigid Body настройки. Тип пассивный. Shape тоже бокс, тоже, чтобы это была коробка, чтобы в нее ничто не проникало. Проверяем. Включаем анимацию и видим, да, что большой куб он притягивает маленький куб. Перейдем в начало нашей анимации. 1. И перейдем в вид сверху. Продублируем наш кубик. Shift-D. Продублируем еще эти два кубика. Enter. Включаем нашу анимацию. И мы видим, да, что все 4 кубика, они тянутся к большому кубу, но при этом в него не проникают. Выделяем наш большой куб и можем сейчас его подвигать. И мы видим, что куда бы ни шел куб, маленькие везде за ним тянутся.